Друзья, я всех вас приветствую на своем канале Энергия Таро. Вы все гости, подписчики, посещайте мой канал с целью прослушать расклады, посмотреть на карты, увидеть суть, подтвердить свое видение карт Таро. Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы понять, что же такое карты Таро, откуда они произошли и почему рисунки, обычные изображения, нанесенные на картонную или пластиковую поверхность, умеют предсказывать будущее. Во второй части этого видео я расскажу, с чего лучше начать изучение карт Таро будущему тарологу, который только выбирает свою первую колоду. Но вернемся все же к истории. В 1445 году, в эпоху Возрождения и, как ее еще принято называть, Ренессанса, некий художник, итальянец, проживающий на тот момент в Милане, Бонифацио Бембо, нарисовал для семейной пары герцога и его герцогини Висконти 22 больших аркана, или 22 старших аркана, как сейчас их принято называть. Бембо был фаворитом семьи Висконти, и именно ему доверили такое ответственное задание, ведь колода Таро должна была предсказывать будущее. По крайней мере, так хотелось думать герцогине Висконти, так как та явно увлеклась оккультизмом и хотела познать себя и предсказывать будущее. Откуда Бонифацио знал, какими должны быть персонажи на картах, чтобы иметь магическое влияние на людей и предсказывать события, спросите вы? Поговаривали, что художнику приснились те самые образы – 22 больших или старших аркана. А по иной версии, Бонифацио входил в сообщество оккультистов, которые знали о первоначальных наскальных рисунках, нанесенных внутри египетских пирамид. И вот теперь мы подходим к самой сути. Карты Таро изначально появились на стенах пирамид Древнего Египта, а оставил их там никто иной, как бог письма и мудрости Тот. Кстати, книгу Тота, известного оккультиста Алистера Кроули, вы можете найти на полках книжных магазинов или Авито и прочитать его мнение о арканологии карт. А теперь плавно подойдем к тому, почему Таро взяли именно это название. Теперь мы с вами, первое, знаем, что впервые современное человечество увидело карты Таро именно в Италии в 15 веке. Второе. Нанес магические письмена и рисунки, впоследствии ставшие арканами, на внутреннюю часть пирамид бог письма и мудрости Тот. Но для чего он это сделал и почему он их туда нанес? Немного отступим и поговорим о евреях, ведь они будут играть первую скрипку в нашем повествовании. Как принято считать, богоизбранным народом считались именно евреи. Именно к ним отправил Господь Сына Своего Иисуса. Но до пришествия Иисуса евреи были иудеи. Исходя из этого, дьяволу нужно было переманить богоизбранный народ на свою сторону, дабы защитить евреев. Добрый бог мудрости Тот начертил на стенах внутри пирамид рисунки с целью защитить евреев от дьявола. Ведь он хотел воплотить в жизнь свой главный план через руки еврейского народа – совершить главный грех богоубийства и распять Иисуса Христа. Бог Тот опоздал. Евреи были завербованы дьяволом и совершили мерзкое преступление над Иисусом. А рисунки забрали себе в свой главный Талмуд, переписанную на иудейский лад Библию, впоследствии названную Тора. Для тех, кто не знает, Тора – это основная священная книга в иудаизме, так называемое Пятикнижие Моисеева, вся совокупность иудейского традиционного религиозного закона. В древние времена первоначальный вид этой книги содержал 22 рисунка, оставленных на стене в пирамиде египетским богом мудрости Тотом. Иудеи или евреи использовали Тору как предсказательную книгу и посещали синагогу для того, чтобы иметь власть над событиями, происходящими в мире. Про это можно говорить долго. У нас с вами сегодня в основном тема – это карты Таро. Таро получили свое название от Торы, священной книги иудеев, и переводится Таро как «тайна». Таро действительно обладает большой силой, однако крайне важно, кому в руки попадут эти картинки, как вы их иногда называете, к злому или к доброму человеку. Впоследствии, в 1909 году, Артур Эдвард Уэйт, известный британский мистик, масон и оккультист, создает свою колоду карт Таро, называемую и именуемую колодой Уэйта. Это первая колода карт Таро после колоды Висконти, где прорисованы все 78 карт и заявлены 4 стихии – пентакли, кубки, жезлы и мечи. Как я уже сказала, можно много говорить о истории создания карт Таро, их множество колод, авторов, которые действительно заслуживают вашего внимания. И если вам интересно изучать историю карты, если вы, как и я, являетесь тарологом или начинающим тарологом и мистиком,
Пишите в комментариях, о какой колоде Таро вы бы хотели поговорить подробнее и изучить ее. Как раз на днях у меня вышел курс по колоде Deviant Moon, которую вы видите сейчас на своих экранах. Колода Патрика Валенса, где вы не только можете познакомиться с каждым персонажем колоды и проникнуть вглубь его истории, но также научитесь предсказывать события будущего. Ссылка на курс появится где-то здесь, а мы с вами увидимся во второй части этого видео, где я расскажу, как и с чего начинать общение с картами будущему Таро-Вугу.